Всем привет! Вы на канале World of Money, Мир банкнот. С вами Артур. Сегодня очередная распаковка на моем канале и обзор очередного пополнения коллекции банкнот. Вот такое получил письмо большого формата с такими вот однотипными марками. Письмо из Москвы. Ну и давайте вскроем его и посмотрим, что там интересное есть внутри. Внутри большой картон, причем очень плотно такой картон, для того, чтобы все, что находится там внутри, никоим образом не погнулось и не повредилось. Разрежем крепление. И вот что находится внутри. Аккуратно отделим скотч от холдеров. Были торги на аукционе, и я в них принимал активное участие и выиграл несколько очень интересных для меня банкнот. Скорректирую камеру. Каждая банкнота вложена в отдельный холдер с логотипом аукциона и ценой. Вот такие вот царские рубли. Они мне очень нравятся. Ну, давайте же все по порядку. Итак, начнем с 5 рублей 1909 года. Это царский выпуск 1910-14 годов. Подписи: управляющий Коншин, кассир Гаврилов. Первый выпуск этих банкнот. 27 вариантов подписей кассиров в этом выпуске. Давайте обратимся к каталогу Coins Moscow. Информация по этой банкноте находится на странице 112. Вот управляющий Коншин. Находим кассира Гаврилова и видим, что это сочетание не такое уже частое, но и не совсем уж редкое, среднее такое. Давайте вытащим ее на свободу и поближе рассмотрим. Состояние такое, конечно, среднее. Вот тут имеется вмятина, но ее можно расправить, ничего страшного.
Я собираю эти банкноты по управляющим и кассирам, поэтому за идеальным состоянием не гонюсь. Но если попадается по интересной цене, то, конечно же, возьму. Идем дальше. Банкнота 1 рубль 1898 года. Выпуск правительства РСФСР 1917-1921 годов. Подписи управляющий Шипов, кассир Титов. Это последний выпуск этих банкнот. 10 вариантов подписей кассиров в этом выпуске. Диапазон серий МБ-311, МВ-524. Банкнота, как видите, в очень хорошем состоянии. Не идеальная, конечно, но очень даже хорошо за такую цену. Как же они мне нравятся, эти рублики, друзья. Я их тоже собираю по управляющим и кассирам. Следующий рубль. Тот же выпуск. Правительство РСФСР. Подписи управляющий Шипов, кассир Ложкин. Также в хорошем состоянии. Отпрессовано, конечно, но меня устраивает. Следующий рубль. Выпуск Временного правительства 1917 года. Подписи управляющий Шипов, кассир Лавровский. 13 вариантов подписей кассиров в этом выпуске. Диапазон серий НА-128, МБ-310. Состояние хорошее. Тоже выпрямлено, конечно. Идем дальше. И еще такой же рубль с таким же сочетанием управляющего и кассира. Шипов, Лавровский. Но это уже выпуск царского правительства 1915-17 годов. В этом выпуске также 10 вариантов подписей кассиров. Диапазон серии НА1, НА10. Здесь состояние уже похуже. Видно, что банкнота многое повидала за свою историю обращения. Была сложена вдоль и поперек для удобства хранения. Вот такие были рубли. Идем дальше. И следующая банкнота. СССР 10 червонцев 1937 года. У меня не было этого номинала. Давно хотелось его приобрести, но интересных вариантов сочетаний цена-качество не попадалось. И не хотелось платить слишком дорого за хорошее качество. И вот я нашел в очень хорошем состоянии за нормальную цену. Да, это не пресс, конечно. Послушайте ее, друзья. Как приятно она шелестит. И уголки ровные. Нет, ну понятно, что она отпрессована. Что-то с глазом Ленина не так. Виден излом по центру,
Но сделано это очень умело и аккуратно. Видим, есть небольшой надрывчик. Оборотная сторона. Вот этот излом посередине. Также заметен излом по четверти. Наверное, какое-то время она хранилась сложенная в четверть. Давайте обратимся к каталогу Coins Moscow. Вот они, эти червонцы. Серия 2 заглавные буквы. Это первая разновидность, самая часто встречающаяся. Есть 2 разновидности бумаги, белая и серая. У меня, как мне кажется, бумага белая, так как цвет краски больше голубоватый, чем черный или зеленоватый. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот такой червонец пополнил мою коллекцию. Я очень доволен этой покупкой. И напоследок, друзья, банкнота, которую я давно хотел иметь в своей коллекции, но руки как-то не доходили. 100 рублей 1898 года. Катька. Одна из моих любимых и желанных банкнот. Я даже делал аффирмацию и визуализацию на нее, но об этом чуть позже. Большая, величественная, мощная банкнота. Это главное мое приобретение с этого аукциона. Все остальные банкноты этого пополнения были куплены в довесок к ней. Увидел торги с этой банкнотой совершенно случайно. Да, и думаю, погляжу, что предлагают на аукционе. И увидел то, что давно хотел. До окончания торгов оставалось примерно 10 минут. Цена была очень интересная. Было время на то, чтобы прицениться, так сказать, оценить максимальную ставку, какую можно сделать за такое состояние. Ну, все прикинул, сделал первую ставку на 8126 рублей за минуту до окончания торгов. Но мою ставку тут же перебили. Сделал вторую ставку, и вновь она была перебита. Азарт меня побери, сделал ставку в 3-й раз, уже не обращая внимания на цену, как в сказке, помните, в 3-й раз закинул он невод. Пришел невод, все происходило очень быстро, и тут возникла какая-то лажа с моим интернет-соединением. Все зависло. У меня случилась такая паника, знаете, как мурашки волной прошлись от пяток до макушки. Страница обновилась, и вижу, что все, торги по этому лоту завершены. Я так и не понял, выиграл я ее или нет. Тут оставалось только ждать. Через пару минут пришло сообщение на почту с поздравлением о выигрыше и конечной ценой лота. И вот, друзья, она у меня, она моя.
Так, надо отклеить сей скотч. Он мне весь вид портит. Выпуск государственных кредитных билетов 1898 года. 6 номиналов было выпущено в этом выпуске. 1, 3, 5, 10, 100 и 500 рублей. Все они, конечно, очень желанны в коллекции, но по ценам, как говорится... Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Она так хорошо лежит в этом холдере, что не хочется даже ее тревожить. Но я все-таки потревожу ее. Хочу оценить состояние. Вот такой вот сохран. Банкнота, видно, с богатой историей. Водяной знак. Императрица матушка Екатерина II. Это последний выпуск царского правительства 1910-1914 годов. Подписи управляющий Коншин, кассир Брут. Да, тот самый легендарный Брут, который, по легенде, был азартным игроком. Видимо, и я был охвачен его духом азарта, когда сражался за эту банкноту. Вот она, величественная Екатерина II, императрица и самодержица всероссийская. Состоянием банкноты я очень доволен. Я много пересмотрел лотов и скажу, что соотношение цена-качество просто отличное. Посмотрим на оборотную сторону. Вот такая вот она. Теперь хочу немного поговорить об аффирмации и визуализации. Аффирмация – это совокупность жизнеутверждающих фраз, повторение которых помогает исполнению желаний. Визуализация – это визуальные образы, которые создают наше воображение. При помощи визуализаций и аффирмаций мы держим фокус на том, чего очень хотим, чего бы нам очень хотелось. Есть очень много информации на этот счет в сети. Я не буду раскрывать эту тему сейчас здесь и ни в коем разе не призываю вас, дорогие мои друзья, погрузиться и заниматься этим, так как есть еще и религиозная сторона всего этого. Я хочу поделиться лишь своим опытом и сказать только одно, что это работает. Как говорится, если ты чего-то очень сильно хочешь, весь мир будет тебе в этом способствовать. Пауло Коэльо. Для этой цели мной была куплена копия этой банкноты. Ну и не только этой, я купил еще несколько копий других банкнот, которые я очень хочу. Копия очень качественная, исполненная на бумаге с водяными знаками. Я купил ее и положил ее вместе с другими копиями желанных банкнот на видном месте, там, где хранится вся моя коллекция. И каждый раз, когда я подходил к этому месту, она смотрела на меня и как бы включала в моем подсознании желание иметь ее. Что, собственно, через определенное время и случилось. Мое желание воплотилось с помощью этой вот копии. Но ни одна, даже самая совершенная копия, друзья, не идет в сравнение с самым плохим по качеству оригиналом. Вот, посмотрите же, как сильно они отличаются друг от друга. Поэтому я никого не призываю покупать копии.
но сам я иногда грешу этим, но только для той цели, о которой вам сказал. Такое вот, друзья, было сегодня у меня пополнение. На этом этот обзор подошел к концу. Всем большое спасибо за просмотр и терпение, кто досмотрел до конца. Ставьте оценку этому видео, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. Впереди много интересного. Всем желаю здоровья, добра, мира и успешных пополнений. До новых встреч!